Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы на канале Синтезит. Люди, кто принимает этот биоактивный уникальный минерал, рассказывают свои впечатления на этом канале, делятся подобной информацией. Меня зовут Александр, сегодня у нас в гостях Алексей. Это вот такая история, что Алексей является монтажером канала Рогандар Ньюс, на котором мы достаточно давно уже рекламируемся. И в общении с руководителем я узнал как-то, что вот у Алексея была проблема по здоровью определенная. Ну и предложил выслать наш препарат, потому что мы стараемся, чтобы наши партнеры также принимали синтезит, получали результат, получали эффект, пользовались этой возможностью. Потому что это только хорошее, только бонус, только плюс. Вот. Так же, как, допустим, Александр Саня во Флориде также принимал синтезит, когда он там после модного заболевания выздоравливал. И вот тоже мы такой вот опыт провели. Алексей получил синтезит. И сейчас вот задам вопрос, прошу, что была за проблема, Алексей? Еще раз здравствуйте. От чего вы не могли там излечиться, или какие у вас были какие-то последствия там, да? Вот. Если это была модная болезнь, вот это вот, то просим говорить модная болезнь, чтобы потом не монтировать на YouTube вот эти моменты, не вырезать, потому что этого не любят. Да, давайте рассказывайте, как все было. Правда и ничего, кроме правды, как говорится. Да ничего, просто образ жизни тогда вел. Недомогание, никакой не модной болезни, ничего таким не болел. Просто целыми ночами обычно монтируешь все это дело, и днем и никуда не сходить, и солнца не видишь. В общем, общее состояние организма. Сонливость вечная просто, потому что с режима с дневного на ночной, с ночного на дневной все время переходишь. Работа монотонная, людей особо не видишь. Вот общее состояние было не очень у меня. Потом руководитель мне мой предложил: давай, у нас там партнеры синтезита, если говорят, что штука ядерная, пришлем тебе бесплатно. Говорит, ладно, давай. Все прислали. Поначалу эффекта не было, но я и пил его не так, как, неправильно. То есть не так, как умные дядьки и тёзки в инструкции написали. Сегодня выпью, завтра нет, послезавтра пошел пиво пить и забыл про него. И, в общем, сначала никакого результата не было. Потом мне уже начальник понавтыкал, говорит, ты пей нормально. И вот когда я начал пить нормально, тогда уже начались какие-то вот поползновения в лучшую сторону. Я начал себя в общем лучше чувствовать. Сонливость, конечно, осталась, образ жизни не изменился. Но как-то уже чувствовалась эта боль, я так хорошо вставал, поднимался на работу. Работа даже как-то получше шла. Недомогания все время вечного, головной боли не было. Вернее, она была, но меньше намного. И вот сейчас я, в общем, переехал на новое место, образ жизни чуть поменял, синтезит допиваю, и как-то нормально с этим все у меня. Сейчас уже. Хорошо, Алексей, а сколько вам лет? 30. 30 лет, я понимаю, что такой достаточно сидячий образ жизни получается, да, какие-то были излишества, соответственно, минимум физической нагрузки, и вот это привело к такому состоянию постепенно, правильно? Примерно так. Уважаемые зрители, обратите внимание, да, то есть стандартная достаточно ситуация для большой части населения, кто дистанционно работает или у кого сидячий образ жизни в офисе, там тем более, да, если есть какие-то излишества, типа алкоголь бывает, там, или курит еще человек, не дай бог, то есть уже сам по себе сидячий образ жизни, плюс неправильное питание, плюс какие-то излишества, там, токсины, они вызывают вот такое состояние, что человек уже там к 30 годам, а может даже и раньше, кто-то начинает чувствовать постоянную сонливость, усталость, нехватку сил физических. Вот. И, естественно, если ничего не менять, постепенно это приведет к появлению разных хронических заболеваний, это может быть и гипертония, и разные другие моменты с кишечником. В общем, чем дольше такой образ жизни вести, тем больше накопится последствий и, соответственно, выливается потом. И, соответственно, вот синтезит как одно из таких средств, которые могут быстро помочь ситуацию это поменять. Вот, опять же, да, то есть, как Алексей правильно сказал, надо придерживаться постоянства, то есть если сказано, что надо принимать раз в день, надо принимать раз в день, да, то есть если сказано, что 2 раза в день, 2 раза в день, соответственно, читаем инструкцию, выбираем для себя оптимальный режим приема, утро, день, вечер, да, на ночь, да, то есть если, допустим, больше для восстановления, для регенерации, да, в том числе мозга, лучше на ночь принимать, потому что вот другие процессы ночью. Если для дневной энергии, то лучше там днем или утром принимать ее. Но в любом случае здоровье будет увеличиваться и улучшаться и в той, и в другой ситуации, то есть
есть что утром, что на ночь принимать. Просто вот по последней информации, допустим, у людей, кто вот связан с мыслительной деятельностью, или вот взрослые люди, у которых уже идут дегенеративные заболевания центральной нервной системы, да, Альцгеймер, Паркинсон там, или деменция, это, соответственно, лучше на ночь, потому что ночью восстанавливается мозг в том числе. Он так может делать. Вот. И, соответственно, там очень правильно Алексей подметил, что во время приема обязательно исключаем алкоголь. То есть алкоголь нивелирует действие синтезита. Не то, что даже нивелирует, организм должен разбираться с токсинами алкоголя, восстанавливать поврежденные клетки, вместо того, чтобы чинить ваши собственные клетки, восстанавливать вашу кровь, ваши мышцы, органы, ткани и так далее. Вот. Ну и, соответственно, все программисты, кто вот нас смотрит, да, дизайнеры и так далее, кто вот работает с компьютером, постоянно сидит, синтезит это, конечно же, незаменимая помощь, потому что это и снижает нагрузку на глаза. Кстати, вот Алексей, да, по поводу вот нагрузки на глаза, она у вас достаточно большая. Есть какая-то разница вот сейчас и до синтезита? Нет, не заметил. Но да, если не замечали, то правильно, говорим не заметил, потому что наш основной девиз это, что мы ничего не придумаем. То, чего нет, мы не говорим, что есть, мы говорим. Это вот основное наше. Но в любом случае, то есть у нас очень много данных, что глаза, белки перестают краснеть, и в принципе, то есть снижается усталость. Может быть, Алексей там, может быть, еще такую нагрузку и не испытывает, то есть мы не знаем, да, то есть как бы, может быть, оно в будущем проявится, а может быть, ее и не было, то есть пока до этого не дошло еще. Хорошо. А как, в принципе, вот есть такое понятие качество жизни, то есть в общем, как человек себя чувствует, да, субъективная такая характеристика, она включает в себя, там, понятно, сон, энергию, настроение, мотивация, там, питание, физическую активность и так далее. Вот до синтезита, как вот вы себя чувствовали в том состоянии, вот сейчас, как ваше качество жизни, насколько вы вот оцениваете его улучшение вот после вот этого небольшого курса? Ну, на порядок намного лучше, чем было до него, это ясно, понятно. Но плюс к этому, ну, именно что по здоровью очень сильно довольно отличается в лучшую сторону. Хотя тут же еще и смена именно что жизненной обстановки тоже влияла. У меня не было никакого заболевания, просто недомогания от, в общем, от обстановки. Но именно не выйдя еще из той зоны, скажем так, некомфорта, ну, на своем старом рабочем месте, при синтезите было намного лучше. Вот это да. Вот это я сразу могу сказать. Спасибо, да. Самое Уважаемые... главное, Что, извините? самое главное, сонливость стала меньше. Это меня просто, скажем так, убивало на работе. По поводу сонливости, да, вот когда вот днем мы чувствуем, что хочется спать. Уважаемые зрители, организм пытается заснуть, когда ему надо вот, себя подчинить, когда ему не хватает энергии, кислорода, в том числе в мозгу, да, то есть это комплексный вопрос. Вот, поэтому, допустим, если постоянно ощущаете сонливость, недостаток энергии, не пытайтесь компенсировать это кофе, энергетическими напитками, какими-то стимуляторами. То есть это просто будет насилие над организмом, это будет расход внутренних резервов, это будет амортизация организма дальнейшая. Организму надо помогать. То есть это физические нагрузки обязательно, да, аэробные упражнения, это, конечно же, коррекция диеты, и это синтезит, да, если он у вас есть, то используйте его, да, если есть возможность его приобрести, конечно же, используйте. И вот эта сонливость пропадет. Особенно будет это интересно тем, кто вот ощущает после еды днем, когда покушаешь днем, и вот прям в сон уже клонит, ты сидишь на рабочем месте, тебе ничего не охота делать, тебе надо вот поспать. Но я думаю, что ситуация для многих знакома, кто нас смотрит. Может быть, кто еще не пил синтезит, для них точно она знакома, но вот когда начинаешь принимать синтезит, то, соответственно, это уходит. То есть энергии хватает и на переработку пищи, и на работу, и на поддержание сознания в активном виде. И по поводу сменной обстановки, уважаемые зрители, да, может быть, это повлияло, может быть, то повлияло, может быть, солнце, может быть, лето, может быть, хвойный лес, может быть, я переехал на дачу, может быть, там то еще, то еще. Если вы начали принимать синтезит, вы чувствуете улучшение, это работает синтезит. Да, остальные факторы, конечно же, тоже дают какие-то бонусы, да, дополнительно, то есть там свежий воздух, там хорошее питание и так далее. Но кровь, основа нашей жизни, синтезит восстанавливает кровь, восстанавливает параметры крови, насыщение крови кислородом, восстанавливает кровотворную систему, это стволовые клетки, это эритроциты, да, это лимфоциты, тромбоциты и так далее. Соответственно, это все вместе восстанавливает наш организм, наше здоровье. Хорошо, Алексей, я благодарю, что
уделили время, что наконец-то мы с вами связались, давно уже пытались. Благодарю, что рассказали для наших зрителей. Желаю вам здоровья, укрепления, желаю вам заниматься собой, потому что то, что мы будем завтра, это то, что мы делаем сегодня. Все, спасибо большое. Уважаемые зрители, если понравилось это интервью, этот опыт, думаю, что многим он близок, знаком, ставьте лайки, делитесь со своими знакомыми, близкими. Эта информация может кому-то помочь, а может кому-то изменить жизнь, помочь в лучшую сторону. Все, всего хорошего, до свидания. До свидания.